头的战鼓一响，跟我上。 После встречи со святым желтых источников Сяо Янь получил его наследие. Было интересно увидеть такого эксперта в шаге от Доуди. Святой 9 звезд на пике, не часто встретишь подобную силу. Благодаря сущности крови демонического святого, Сяо Янь прорывается на позднюю стадию святого Доушен одной звезды и объединяет силы с Яомином в борьбе против небесных фениксов. Да, кризис племени драконов начался, небесные фениксы эффектно появляются. Сяо Янь внимательно наблюдал за реакцией клана небесных фениксов, ожидая, когда они пришлют подкрепление на остров дракона. В ожидании Сяо Янь возобновляет свои тренировки. В конце концов, враги, с которыми он сталкивается, становятся все сильнее. И только сам, становясь сильнее, он сможет защитить тех, кто ему дорог. В трейлере показано, как Сяо Янь поглощает сущность крови демонического святого. Сяо Янь сел, скрестив ноги, и попытался впитать эссенцию крови святого желтых источников. Следует отметить, что эссенция крови содержит энергию полушага Доуди. Сяо Янь напрямую использовал свое небесное пламя, чтобы очистить ее, превратив в золотую энергию. Затем он медленно впитал ее. Когда он впитал всю энергию, он перешел с ранней стадии святого одной звезды на позднюю стадию. Таким образом, Сяо Янь сразу же перескочил в средний этап первой звезды. Когда Сяо Янь вышел из своей тренировки, то узнал новости о племени небесных фениксов. Глава Яомин уже четко занял сторону Сяо Яня и Цзиянь, поэтому помогал во всех вопросах. Он рассказал, что племя небесных фениксов отправило некоторых экспертов Царство Пустоты на помощь 3 драконьим островам. Они решили вмешаться. Они будут использовать любые трюки, чтобы получить кровь дракона Феникса. Сколько же экспертов послало племя небесных фениксов? Большинство из них на уровне почтенного воина. Конечно, об этом не нужно беспокоиться. Но 3 эксперта стоят внимания. Эти 3 великие старейшины в племени небесных фениксов. Они имеют чрезвычайно свирепую репутацию в мире волшебных зверей. Эти 3 великих старейшины известны как Фэн Хуан, Кун Хуан и Ин Хуан. Святой 2 звезд средней стадии, святой 1 звезды поздней стадии и святой 1 звезды средней стадии соответственно. 3 святых. Сяо Янь не ожидал, что племя небесных фениксов послали таких мощных экспертов. Из этого можно было узнать, насколько большой силой обладало племя. Несомненно, оно было 2-м правителем в мире зверей. Эти 3 небесных фениксов на уровне святого чрезвычайно могущественны. Если они объединят свои силы, они даже смогут сражаться против святого 3 звезд. Сяо Янь не мог позволить вмешаться племени небесных фениксов. Что же придумал Сяо Янь? Устроить засаду и уничтожить их по пути на остров. Не дать им помочь 3 драконьим королям. Во главе группы стояла одна из старейшин фениксов, Фэн Хуан, обладавшая боевой мощью уровня святого 2 звезд средней стадии. Она была одета в характерный наряд клана Небесного Феникса. Длинное сине-белое платье, заостренные уши и красивые черты лица. На своем троне она излучала ауру властности. Вот она станет противником Сяо Яня в ближайших сериях. Фэн Цинэр тоже покажется. А также недавно на канале вышло видео для спонсоров про 3 типа пилюли 9 ранга. Спасибо огромное всем, кто поддержал, и новым спонсорам на ютубе и на бусти. Планирую выпускать подобные ролики регулярно. Эксклюзив для спонсоров. Лично от себя скажу, почему ценю такую поддержку. Это придает уверенности и даже какого-то спокойствия, что даже если видео будут набирать по 10 тысяч, даже 5 тысяч просмотров, у меня все равно есть поддержка. Учитывая шаткую ситуацию на ютубе, это гарантия, что я не заброшу канал, как многие блогеры. А я уверен, что многим нравятся ролики по их любимым Дунхуа, поэтому буду очень благодарен любой вашей поддержке. Все ссылки есть в описании. Что ж, Сяо Янь попрощался с Цайлинь. Она остается тренироваться в безмятежном источнике. Сяо Янь создал пространственную формацию, которая покрыла безмятежные источники. Цайлинь, можешь просто расслабиться и тренироваться. Яомин уже издал приказ, что этот район является запретной территорией и направил экспертов для его охраны. Ты должна вернуться в павильон падающей звезды, как только выйдешь из уединения, прошептал Сяо Янь. Итак, в чем был план Сяо Яня против фениксов?
Они точно создадут пространственную дыру прямо из своего племени, чтобы войти в царство пустоты дракона. Сяо Янь с товарищами войдут туда заранее, чтобы ощутить любые пространственные колебания. Тогда они смогут быстро обнаружить их путь. Вместе с Сяо Янем, Сяо Исянь и Цин Линь отправился и Яо Мин, а также 6 его старейшин глубинных питонов. Среди них был и мнимый святой. Это неплохая подмога против небесных фениксов. Пространство внезапно разорвалось. Поверхность внутри темной пустоты треснула. Яо Мин заранее послал шпиона, поэтому мог ощутить положение членов племени небесных фениксов в этом пространстве. Группе Сяо Яня нужно лишь дождаться появления жертвы. Подождать, пока большая рыба, известная как племя небесных фениксов, не ворвется в подготовленную ими сеть. Через 2 дня началось движение. Сяо Янь увидел группу. Среди этих людей женщина была главной. Ее тон был ледяным и наполненным величественной аурой. Энергия хлынула от нее, заставляя 2 старейшин рядом подчиниться. Члены племени небесных фениксов, стоявшие позади нее, не осмеливались перерекаться с этой дамой. Среди этих людей было 2 знакомых лица для Сяо Янь. Одним из них, естественно, оказалась Фэн Цинэр, которая затаила много обид с Сяо Янем, а другой оказался Цзю Фэном, который ранее сражался с Сяо Янь. Он также был известен как потенциальный преемник вождя племени небесных фениксов. Они вдвоем обладали высоким статусом в племени фениксов. Эта дамочка, старейшина фениксов Фэн Хуан, говорила: «Древние драконы пустоты, этот день настал. Мое племя небесных фениксов будет процветать, как только закончится ваша гражданская война. Тогда я полностью вырежу ваше племя из этого мира». Сяо Янь, который сидел в хаотичном пространственном потоке, немедленно приказал: «Готовимся, племя небесных фениксов прибыло». Но Фэн Хуан вдруг ощутила чувство опасности. Прежде чем она смогла среагировать, волна чрезвычайно мощных столбов Доуци внезапно вспыхнула из хаотического пространственного потока. Они были острыми, убивая слабейших в группе фениксов. «Вы посмели организовать засаду на наше племя небесных фениксов? Вы смерти ищете?» Старейшина фениксов разозлилась, увидев, что их группа понесла тяжелые потери. Ее рука внезапно схватилась за хаотичный пространственный поток. Прозвучал взрыв, и пространственный поток взорвался. Сяо Янь со своей группой появились. Фэн Хуан узнала Яо Мина, с которым имела вражду еще сотни лет назад. Рядом с Яо Мином стоял молодой святой одной звезды высшей стадии, Сяо Янь. Фэн Цинэр и Цзю Фэн невольно вскрикнули от шока. Сяо Янь метнул взгляд в сторону Цзю Фэна и Фэн Цинэр. Эти двое слегка задрожали, когда он это сделал. Прошло 2 года с момента их последней встречи. Сила Фэн Цинэр оставалась на том же уровне. С другой стороны, Цзю Фэн достиг 9-го этапа развития почтенного воина, в шаге от мнимого святого. Но это, конечно же, нисколько не сравнится с нынешней силой Сяо Яня. Фэн Хуан глубоко вздохнула. Было очевидно, что битвы не избежать. Фэн Хуан обратилась к Яо Мину, прямо обвинив его в намерении развязать войну между племенем 9 безмятежных питонов и племенем небесных фениксов. Однако Яо Мин лишь развел руками. У него не было выбора. Его просили помочь, но не 3 великим островам драконов, а восточному острову Цзэя. Его поведение ясно показывало, что он не испытывал страха перед Фэн Хуан. Сяо Янь вначале предложил 3 представителям племени фениксов уйти, заявив, что в таком случае на них не станут нападать. Это вызвало лишь презрение. Наконец, Сяо Янь сжал кулак. Никто из фениксов не сможет уйти живым. Фэн Цинэр и Цзю Фэн были потрясены. За 2 года Сяо Янь изменился до неузнаваемости. Перед ними стоял человек, говоривший с откровенной угрозой, несмотря на то, что на стороне фениксов находились 3 великих старейшины, каждый из которых обладал истинной силой святого. Ин Хуан, услышав дерзкие слова Сяо Яня, вспыхнул яростью. Чудовищная Доуци вырвалась наружу, словно неукротимая буря. Фэн Хуан также отбросила всякие колебания. Хотя она чувствовала, что сила Яо Мина немного превосходит ее собственную, численное преимущество было на их стороне. У противника было лишь 2 святых, а на стороне фениксов 3. Она не собиралась отступать. Яо Мин ринулся вперед, желая проверить, насколько за прошедшие годы возросла сила Троицы Небесного Феникса. Фэн Хуан немедленно встретила его. Их столкновение породило волны ужасающих энергетических бурь, от которых содрогалось само пространство.
Яо Мин взял на себя Фэн Хуан, главную среди фениксов. В то же время Сяо Янь мгновенно появился перед Кун Хуаном, другим старейшиной фениксов. Золотой свет вспыхнул, его тело стремительно раздалось, и наполненный разрушительным ветром кулак безжалостно обрушился на противника. Кун Хуан попытался ответить техникой пожирания мира. Одним резким движением Сяо Янь разрушил эту атаку, а оставшаяся сила удара врезалась прямо в тело Кун Хуана. Тот был отброшен более чем на 100 метров, прежде чем смог остановиться. Он с потрясением смотрел на Сяо Яня, ясно осознавая, что несмотря на равный уровень святого одной звезды высшей ступени, боевая мощь его противника была пугающе сильной. Ин Хуан, собиравшийся атаковать союзников Сяо Яня, был вынужден изменить планы, увидев поражение Кун Хуана в первом же столкновении. После краткого колебания он появился рядом с ним и предложил действовать вместе, понимая, что этот парень, Сяо Янь, слишком опасен для одиночной схватки. Фэн Цинэр и Цзю Фэн с побледневшими лицами наблюдали за происходящим. В их глазах читалось неверие. Сяо Янь был не просто святым, он превосходил даже их старейшину. Осознание того, что за 2 года он ушел так далеко вперед, нанесло сокрушительный удар по их гордости. Пока они отчаянно пытались догнать его, он уже стал недосягаем. В этот момент 2 оглушительных крика фениксов разорвали пустоту. Тела Кун Хуана и Ин Хуана начали стремительно изменяться, принимая облик зверей, фениксов. Из их тел вырвались дикие и мощные колебания энергии. Но Сяо Янь поднял голову и расхохотался. «Вы оба святые? Сегодня я посмотрю, что вы, святые, сможете сделать со мной». Золотой гигант уверенно шагнул вперед по воздуху, излучая непреклонную волю и абсолютное превосходство, готовый принять бой с 2 святыми одновременно. Чем закончится это противостояние? Рассмотрим в следующем видео. Давайте наберем 2000 лайков, и в среду выходит продолжение. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!